Воодушевленные походом по барахолке в Пулавах, мы держим путь в новый город. Приветствуем любителей старины, антиквариата, винтажа и особенно любителей фарфора, потому что вы на канале «Фарфор Европы». Барахолка расположилась на Замковой площади, и мы сверху прекрасно видим ее. А это музей, но в него мы не пойдем, пойдем на барахолочку. Мы в Польше, город Люблин, и сразу попадаем, как говорится, с корабля на бал. И это вы сразу узнали, всеми любимый, да-да, Розенталь, серия Сан-Суси в барочном стиле, а рядом восхитительная тарелка с птицей цвета Тиффани – это КПМ, Карл Кристер Порцелан. Про эту интересную мануфактуру мы делали видео, ссылочку я оставлю вам в описании. И рядом пара чашечка с тарелочкой, узнаваемая форма Мария от Розенталь. Очаровал нас этот сервиз в классическом сочетании синего с белым, и это тоже КПМ, но не Берлин. Это Карл Кристер Порцелан. Сегодня очень много солнца, жарко, такое уже лето-лето. А на прошлой неделе в Пулавах было холодно, даже выпал снег, и мы жутко замерзли. Конечно, обязательно я оставлю ссылочку в описании на видео из Пулав. Этих прекрасных рыб с мелкой проработкой всех деталей мы уже видели, когда гуляли по барахолке в Варшаве. Да, вот так продавцы переезжают из города в город. Очень хочется им показать всем свои красоты. Зимородки, конечно, бесподобны. Рынок сегодня большой, на всю Замковую площадь. И даже вылез на пару окрестных улочек. Народа много, погода замечательная. Коробок почти нет. Все предметы у торговцев либо на столах, либо вот так на асфальте. Покупатели выбирают виниловые пластинки, копошатся среди металла и, конечно, покупают фарфор, особенно чашечки. ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод, и, как с любовью нам рассказал продавец, это Ломоносов, серия «Виноград». И с гордостью добавил, что это большая редкость. Фарфор от ЛФЗ, а в Европе его просто называют Ломоносов, очень любим многими продавцами и покупателями в Европе. Обязательно сделаем отдельное видео и расскажем о наших встречах с фарфором Ленинградского фарфорового завода. Сегодня на рынке мы встретили несколько редких, удивительных фарфоровых предметов, даже, не побоимся этого слова, музейных экспонатов. Так что смотрите до конца, не пропустите самое интересное. Эффектный сервиз из кобальта с настоящим золотом и ручной росписью. У многих продавцов мы взяли контакты, и если вас что-то заинтересовало на видео, какие-то предметы вы хотели бы приобрести для своей коллекции, узнать цены, пишите нам, заходите в Telegram, и мы узнаем для вас всю информацию о тех предметах, которые вас заинтересовали. Замечательный стол, очень много редких, красивых вещей. Вот это трио с эффектными розами. Написано «Фарфоровая мануфактура Арцберг», ручная роспись. И рядом сервиз в стиле ампир с медальоном зеленого цвета, окаймленным золотом, а в центре медальона вот такие амурчики. И интересное клеймо. Кто знает, что это за клеймо, что за фабрика,
Напишите нам в комментариях. С большим удовольствием пообщаемся. Стол интересный, немецкие мануфактуры, французская школа. Но не будем задерживаться, впереди у нас еще много открытий. Нашли красавиц-бабочек, обрадовались, но не тут-то было. Стали внимательно их рассматривать тщательно и обнаружили дефекты. Бабочки оказались битые и клеенные. Как жаль! И что самое удивительное, что продавец на голубом глазу их продает и даже не сообщает, что они с дефектами. Так что, ребята, будьте бдительны. Обе бабочки – это Карл Энс. Между прочим, продавцы в Варшаве обязательно предупреждают, если есть какие-то сколы, трещины и дефекты. А вот здесь вот осталось очень неприятное впечатление об этом продавце и об этом столе. А есть у нас любители миниатюр на шелке? Вот полюбуемся на такие красоты. Цена 26 евро. Эх, все-таки обидно, что бабочки оказались битые. Но ничего, продолжаем искать сокровища, полные оптимизма. И сокровища не заставили себя долго ждать. Знакомьтесь, этот великолепный сервиз от Розенталь. Причем это 1891-1906 годы. И, кстати, недорогой для этого времени. 300 евро. Много различных эффектных мока-чашечек. Вот смотрите, какая красотка, с какой интересной извилистой ручкой. Кто знает клеймо, пишите в комментариях. А это определенно звезды сегодняшней барахолки в Люблине. Сейчас все расскажу поподробнее. Кстати, продавцы очень доброжелательны, даже помогают снимать, держат фарфор, показывают клейма, говорят: поставь куда тебе надо, там и снимай. И можно даже зайти со стороны продавца, разрешают без проблем. Яркие мока-пары с 22-каратным золотом от фабрики Линднер. И рядом вот такая красотка, ручная роспись, очень напоминает Дрезденскую школу. Без клейма, как думаете, может быть это фабрика от Карла Тиме из-под Шапель? Пишите в комментариях. Но затмили всех предметы от этой легендарной мануфактуры. Фарфор тонкий, легкий, как пушинка. И кажется, как будто это сделано не из фарфора, а из яичной скорлупы. Посмотрите, какое изящество, какие формы и ручная роспись. Кто успел увидеть промелькнувшее клеймо? На клейме РС Пруссия. РС – это инициалы основателя фабрики. Талантливый предприниматель Рейнхольд Шлегенмильх. Кто подписан на нас в Телеграм, уже видели, что мы рассказывали о другой великолепной фарфоровой мануфактуре, созданной Рейнхольдом Шлегенмильхом под названием Тиловиц. Но сегодня речь не о ней, а об этой легендарной, великолепной фарфоровой мануфактуре РС Пруссия, которую мы держим в руках. По клейму это 1904-1918 год. Фарфор от этой мануфактуры действительно музейная редкость. Очень редко встречается на рынках, барахолках и любима
многими коллекционерами. Возможно, именно из-за этого эту марку начинают подделывать с конца 1960-х годов. Вот видите, ребята, оказывается, не только Майсон подделывают, но и РС Пруссию. Особенно любимы предметы с декором на темы животных и портретная живопись. На эти предметы цена доходит до 3-8 тысяч евро. Вот такая редкость. Насладившись этой легкостью и изысканностью, идем дальше. Впереди у нас еще много открытий океана фарфора Европы. И тут же нам бросается в глаза вот эта ультрамариновая красотка Мока-пара от Розенталь. И стоит она 95 евро. У нас спрашивали в комментариях, кто же покупатели на польских барахолках. Это в основном местные поляки или приехавшие с Украины. Иногда встречаются китайцы, но редко. Остальных иностранцев не видели. Так что покупают в основном поляки. И продавцы не хотят делать скидки. А покупатели покупают за ту цену, которую им сказали, и не торгуются. Вот такая польская барахолка. Ах, какая изысканность и нежность! Парные каминные вазы в стиле ампир с лебедями. И какой милый мелкий рисунок. Цветочный ситчик. Еще один элегантный, изысканный стол с фарфором. У нас кто-то собирает фигурки кружевниц. Вот полюбуемся на эту изысканность. Ваза в стиле рококо и красавцы-птицы. Определенно это Карл Энс. Такая мелкая проработка деталей и великолепная работа с цветом. Одно удовольствие. Ой, кого мы видим? Каминная ваза с баранами и с майсонским букетом в картуше. Помните, подобную мы видели в Варшаве? А здесь она в 2 раза дороже. Красотка какая! Очень симпатичный подсвечник слоновой кости на 3 свечи. И это Геральт. Стоит 80 евро. Вообще цены на многие предметы выше, чем в Варшаве, что очень удивительно. Очаровала нас большая ваза из фаянса, японская, от фабрики Ламарк Сацума. Очень эффектная роспись золотом. Тут у нас и лотосы, и сакура, и красивая птица. Великолепная ваза. И также большой выбор светильников на любой вкус и кошелек. Вот вам и хрусталь, роскошная люстра, и в стиле ар-деко тоже сама элегантность, и цветное стекло. Вот такая красота. Знакомый стол, знакомый продавец, знакомый сервиз с птицей. Уже видели его в булавах? Надо внимательно рассмотреть. Клеймо Тетау и ручная роспись и подпись художника. Очень элегантные, красивые, витиеватые ручки, такие плавные линии в стиле ар-нуво и ручная роспись, вот такая интересная ворона.
Конечно, замечательное сочетание. Ворона и мак. Интересное видение художника. А по краю тарелок и по краю чашки золотом россыпь с жемчугом. Очень интересное сочетание разных стилей в одном сервизе. Ну и, конечно, наша любимая тема птицы. Ух ты! А это большая напольная ваза. Видите, даже продавец помогает нам снять клеймо. Это кайзер, ваза с диковинной птицей павлин, дизайнер Карл Носек. Ваза 56 сантиметров. У нас была такая, только маленькая, имбирная, с крышкой. Ссылочку на это видео я оставлю вам в описании. Заходите и смотрите с удовольствием. Вот эта ваза напольная шикарно смотрится. И очень большая редкость. Мы рады, что мы ее увидели и встретили на барахолочке. Супер! И эффектный штурвал. Это, наверное, компас. Столько красоты, интересных, неожиданных находок, различных вещей в одном месте. Это здорово, не часто так бывает. Тут вдруг мы встретили самую главную находку сегодняшнего дня, причем неожиданную. Как говорится, самое wкусное в конце, на Te десерт. liście też są ładne, te winogrona. To jest Portugalia, tak? Vista Allegra. O, ciekawe. Są sygnowane, to jest i na przystawki, albo na przykład na sałatkę taką letnią. Tutaj można podać taką owocową i tutaj takie malutkie jakby miseczki na tą sałatkę. Португалия – это, конечно, хорошо, но вы посмотрите на эту голубую прелесть. Кто уже догадался, что это? Кто видел наш шорт? Это легендарный тиловец. Еще одна фабрика, созданная талантливым предпринимателем Рейнхольдом Шлегенмильхом. Голубое трио влюбило нас с первого взгляда. Редчайший цвет, краситель голубой более дорогой и поэтому реже встречается. И рядом классическая красная, золотые розы и со знаменитой легендарной ручкой веер. Но красавица, эффектный, удивительный декор. Маленький золотой человечек, который похож на Икара, который летит к своей мечте, к своей голубой звезде-планете. Причем это трио 20-е и 30-е годы 20 века. Задолго до того, как первый человек полетел в космос. А что вы видите в этом декоре? Напишите в комментариях, нам было бы очень интересно с вами пообщаться. Голубое трио, конечно, удивительно красивое. Мы ему отдаем пальму первенства. Давайте посмотрим клеймо и расшифруем его. РС, тиловец, эпос, ручная роспись. РС – это инициалы владельца фабрики. Рейнхольд Шлегенмильх. Тиловец – это город, в котором фабрика находилась. Эпос – это с немецкого изысканный фарфор Верхней Силезии. И второе трио не менее изысканное, с великолепной легендарной ручкой, которая напоминает веер. Это визитная карточка фабрики Тиловец. И этот же веер повторяется на ножке чашечки. На красном крытье красивые золотые розы и решеточка. Красный классический цвет для фарфора, любимый очень многими фарфоровыми мануфактурами.
Как и голубое трио, это тоже 20-30-е годы 20 века. То есть этим трио уже почти скоро 100 лет, а они в великолепном состоянии. Фарфор от фабрики Тиловец встречается очень редко. Возможно, потому что 90% продукции продавалось за границу, и в том числе в США и Канаду. Возможно, и надо искать этот роскошный фарфор от Тиловец за океаном. Но, как говорится, за морем телушка-полушка, дарут перевоз. Очень дорого получать посылки из-за океана, да и неизвестно, в каком состоянии придет фарфор. Так что продолжаем искать эту красоту в Европе. И еще на этом столе было замечательное блюдо от Розенталь в интересной технике. По краю бисквит, а в центре блюдо покрытое глазурью. И один веселый продавец сегодня нам сказал: Розенталь не подделывают, он же не Майсон, он дешевый. Вот так вот. Воодушевленные и окрыленные находками в этом огромном большом океане фарфора Европы уходим с барахолки. Это было замечательно и очень вдохновляюще. Спасибо, что были с нами. Мы с Глицинией Китайской приглашаем вас подписаться на наш канал. Будем вместе бороздить просторы океана фарфора Европы. Пишите комментарии, это очень продвигает наш канал. И до новых встреч! Пока!